Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. В этом видеоролике, ребят, мы постараемся поднять тягу. Для этих целей, а точнее в помощь, мной был куплен вот такой насос взамен прежнего. Я использовал маленький насосик от ВАЗ-2110, а теперь будем использовать от 600-го Мерседеса, огромный насос. Замер будет относительный, попробую на 7 атмосферах, сколько он качает. Вот этот насос на 7 атмосферах где-то 0,7 литра накачивает. Для замера нам понадобится керосин, мерная тара, здесь 1 литр помещается, манометрическая станция, чтобы поддерживать давление 7 атмосфер. Вот. Ну и насос и батарейка. Все, опускаем. Блин, да что ты такая неустойчивая? Эти вот кустарные технологии. Подаю питание 12 вольт. Так, пошел процесс, ребят, засекаю. О, что-то оно ускорилось резко. Видно, насос набрал жидкости. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Вот это поднимается. Так, ну я толком засечь не успел. Давайте еще раз. Потому что насос первоначально не прокачал. Были пузырьки воздуха в нем. Перекрывался всасывающий патрубок. Ребят, попробуем еще раз. Стартуем. Да, конечно, моща дерзкая. Пол-литра есть. В общем, ребят, литр набрало примерно за 17 секунд. Да, но это без какой-либо нагрузки. Теперь будем тестировать под нагрузкой. Здесь даже проматывать не нужно было. В режиме реального времени. Если бы оно так качало в ТРД, было бы круто. Значит, подключаю манометр. И мы попробуем. Даванем максималочку для начала. О, ребят, максималочка очень маленькая. 8 атмосфер всего лишь. Что-то как-то прям совсем мало. Да, я рассчитывал на большее, если честно. То есть он 6 атмосфер должен давать по нормальному, то есть при работе двигателя. Странно, почему максималка такая маленькая. Может быть, там внутри есть все-таки редукционный клапан. Вот этот насос дает 12 атмосфер. Ну, это мне уже не очень нравится. Я хотел на 7 атмосферах испытывать. Ну, давайте испытаем. Посмотрим, что он накачает. Пустил по кругу, ребят. Вот. Теперь можно откалибровать давление, как я и хотел, до 7 атмосфер. О, насос очень сильно напрягается. Ну и здесь не очень, скажем так, хорошая картина. Ну, давайте. Давайте попробуем, сколько он накачает. Я думаю, немного. Плюс насос, слышите, как сильно напрягся. Как бы он не сгорел. А как же он должен на 6 атмосферах работать, а, ребят? Неужели меня обманули, а? То есть он уже полминуты сейчас будет качать. Ну вот. Вот что он накачал за минуту. Практически то же самое. Ну, вроде бы немножко больше, чем вот этот. При 7 атмосферах. Как-то уже неинтересно становится. Мы, конечно, сейчас попробуем. Но я вижу, что делов не будет с этого насоса. Давление он не создает. Как-то замедляется. То есть, да, он на малом давлении большой расход имеет. Но на большом он вообще задыхается. Да, даже не знаю, что делать. Такой большой размер, а толку нет. Ночной запуск. Поехали, стартуем. Пробуем. Смотрим на давление.
Короче говоря, давление то же самое, значит и тяга, скорее всего, точно такая же осталась. Вот такие вот дела, ребят. Нужно делать какой-то напор, какую-то подкачку топлива, иначе делов не будет. Если с насосами ничего не получится, придется делать бак под давлением. Там я уже могу любое давление давать, хоть 20, хоть 100 атмосфер, в зависимости какой будет бак. Ладно, ребят, не сдаемся, будем делать следующий вариант. Посмотрим, что получится. Точу сюда переходной штуцер, чтобы соединить вот эти два шланга. И мы попробуем еще раз. На данный момент это сделать быстрее всего, да, и нужно попробовать все-таки насосами регулировать. Насосами проще всего. Можно шим-регулятором добавлять и убавлять. Вот, а если мы будем давлением, то там нужно кран крутить. Это уже не так хорошо, да, и плюс защиту сложнее сделать. В общем, ребят, делаем штуцер переходной. Переходной штуцерок с большого на малое. Все это безобразие выглядит теперь вот так. Давайте тестировать. Здесь будет вход, а здесь выход. Будет проходить через два насоса. Попробуем повысить давление и производительность. Питание будет подаваться тоже параллельно сразу на два насоса. Именно в этом весь смысл, чтобы было просто управлять. Если бы, ребят, я хотел усложнить, я бы уже давно сделал бак под давлением. Надеюсь, не дойдет до этого. Так, а как его туда? Вот так. Так, ну и этот можно тоже туда же. Прокачал топливо. Смотрим, как набирает. Накручиваю давление. Так, 5. 7 атмосфер. Интересно, больше может оно? О! Ребят, больше 12 было. Ух ты, 15 даже может. Вот это да. Неизвестно как долго, правда, но может уже 15 атмосфер. Начиная через трубку травить. Давайте еще попробуем добавить. Не знаю, видно вам, не видно, должно быть видно. Давайте еще даванем. Одену очки, потому что может брызнуть. Ну больше 15 не дает, через трубы просачивается. Плохие шланги у меня. Так, ладно, 7 атмосфер, ребят, замерим расходик. Подключаю питание и смотрим, за сколько секунд накачает 1 литр. Сейчас качает при 7 атмосферах. Другое дело, друзья. 15 секунд. 20. Менее чем за 25 секунд накачала литр. Это победа, это практически в 2 раза. Да какой практически? Это более чем в 2 раза больше, чем было ранее. То есть на 7 атмосферах. Отлично, ребят. Настроил подачу на 10 атмосфер. А теперь мы посмотрим, какой при этом расход. Даже 11 атмосфер давит. Прошло 5 секунд. Прошло 10 секунд. 15. 20. 25. 30 секунд. 35. 40 секунд.
Теперь литр качает за 40 секунд при 11 атмосферах. Раньше качало вот столько. Это где-то 0,8 литра на 7 атмосферах. То есть результат налицо, ребят. Теперь по всем законам физики мы сможем выжать большую тягу и большее давление в камере сгорания получить. Остается открытым вопрос, как долго проработают этих два насоса и какой быстрее выйдет из строя. Далее по плану, ребят, прикрутить все-таки какие-то средства контроля. К двигателю хочу прикрутить датчик температуры. То есть это и датчик, это и схема, которая может эту температуру контролировать. По крайней мере, эта схема сможет отключить при превышении каких-то параметров. Решил использовать датчик, присланный Алексеем, а схему использовать китайскую. Потому что с этим блоком, который шел к датчику, я пока что не смог до конца разобраться. И даже не смог что-то войти в меню, чтобы его программировать. Пока используем эту схему, тем более, что температуру показывают оба эти датчика одинаково. Но вот этот китайский действительно как-то себя неадекватно ведет. То есть кончик греть бесполезно, надо греть его прям весь целиком. Ну, я не думаю, что он адекватно будет нагреваться в ТРД. Ну, либо какие-то вводить корректировки. Короче, решил пока нормальный датчик поставить. Опять снял сопло, чтобы вживлять термодатчик. Заодно постараюсь устранить один косяк, ребят, который давно мучает меня. То есть это сифонящая горловина. Здесь у меня просто отверстие. Хочу наварить сюда штуцер, чтобы можно было что-то к нему прикручивать. Прикручивать трубу и делать выброс. То есть, ну, чтобы оно не засирало все вокруг, чтобы выход был свободный. Так что мы делаем вот так. И делаем вот так. Вот так, ребят, уже неплохо получается. Прям вообще отлично. Это делал без присадки. С присадкой так красиво пока не получается. Будем крепить датчик. Вот этот вот. Значит, крепить его буду после турбины. Буду устанавливать через вот этот переходник. Здесь коническая резьба. Я ее даже, наверное, немножечко прихвачу тик-сваркой. Но для начала все равно нарежу. Есть мячики конические. Вот, и можно это сделать. Твердосплавное сверло выдержало это отверстие. Выглядит оно вот так. Целиком твердосплавное. От Sandvik. Вот. Ну а теперь уже легче. Можно будет просверлить обычным. Рассверливать, конечно, совсем другое дело. Но до поры до времени. Все-таки нержавеечка, ребят. Хоп, только. Готово. Коническая резьба, ребят. Правда, она, считай, в листовом металле. Буквально 3 мм толщина стенки максимум. Не больше. Ну, вроде бы процесс пошел. Сразу на пару витков заходит, а дальше мы зажимаем. В общем... Заподлицо делаю, ну, может быть, полмиллиметрика будет торчать. И тик сварочкой прихвачу вот здесь, чтобы, не дай бог, не открутилось. Все, датчик будет вставляться вот сюда, в отверстие. И вот там вот так торчать. Варил вытяжной патрубок. Вот он с зоны пониженного давления. Он нужен, чтобы не бросало масло. Сейчас трубку подсогну. Так вот уже посимпатичнее, а то торчит непонятно как. Ну вот и все, ребят, доработал систему, добавил несколько элементов. Это термодатчик, это устройство, которое будет создавать небольшое разрежение в баке. Ну, я надеюсь, что оно будет его создавать.
То есть здесь на срезе сопла образуется разрежение, большая скорость и должно с этой трубы вытягивать. То есть не должно загрязняться здесь все маслом. Датчик подключил вот по этому проводу. Здесь платка есть. Если мы подключаем, то можно видеть, замеряется температура. Вот. Ну а все остальное работает в принципе в прежнем режиме, кроме наших насосов. Теперь два насоса, правда я не знаю, как подкачать стартовое топливо, то есть бензин. Нужно будет делать какой-то бачок, наверное это будет в следующем видео. Ну а сейчас, ребят, давайте попробуем запустить этот чудо-двигатель. Один из таких запусков, которые я мог бы и сам запустить, ну чисто посмотреть, как работают насосы. Вот, потому что тягу еще измерять нечем, весы пока не прикрутил. Это, наверное, будет опять же в следующих видео. Но хочется попробовать, ребят. Хочется очень попробовать, как оно будет жарить. Ну и по давлению лично я уже все пойму. Если здесь до 2,5 атмосфер подымется давление после компрессора, значит и тяга подросла. Причем подросла, ну тут примерно как раз 50 килограмм должно быть. Ладно, вытаскиваю на улицу. Уже вечерочек. Опять будут вечерние запуски. Будем пробовать, стартовать. Вроде бы погода благоволит. Все хорошо, сухо. Упер в угол. Вот так, в таком положении и будет произведен запуск. Возьму манометр, чтобы лучше было видно. Вот. Так, огнетушитель наготове. Что дело серьезное, ребят. Планирую протестировать насосы, как оно будет жарить, ну и температуру. Все, я думаю, можно стартовать, ребят. Температура показывается, все показывается. Сейчас буду давать на всю, смотрим на температуру, ребят. Ну а здесь проценты. Насос. Как-то так, ребят, сделал запуск при вас. Что-то как-то масляный насос, что-то непонятное показывает, как-то скакало в нем давление непонятно. Так, я надеюсь, все нормально у нас тут. Не пойму, каким чудом, но старый добрый ржавый подшипник выдерживает все эти издевательства, ребят. Страшно, конечно, надолго его оставлять, запускать. Ну, вы видели, работает. Есть хорошие новости. Давление было 2,3 атмосферы примерно. То есть это уже фактически номинал. Вообще-то номинал от 2 до 2,5. Нужно теперь измерить тягу, чтобы посмотреть, сколько это у нас там в килограммах. Но я насосы давал на всю, ребят. Они жарили на всю и ну, должно быть прилично тяги. Добавил масла, его реально уже немножко меньше стало, да и плюс под уклоном стоит. И хочется стартануть еще раз, ребята. Попробовать. Хочется попробовать вообще без бензина. Что-то мне кажется, оно и так должно зажечься. Хотя, может, это только кажется, но мы попробуем.
Не, ну жарит оно просто, аж в мурашки бросает. Надеюсь, вы заметили, оно запускается даже без бензина. Для меня это удивительно. Зачем я тогда постоянно наливал этот бензин? Я еще бачок хотел специальный делать. Ну, видимо, откажусь от этой затеи. Раз он без бензина запускается, мы сейчас еще разочек проверим, то так и будем его заводить, ребят. Вроде бы все нормально работает. Вроде бы как. Все в порядке, все капает, все течет, блин. Это дренаж. Бак, между прочим, еле теплый. Он не горячий. Осталось нам только тягу измерить. Ну, результат налицо. Температура не более 630 градусов на полной мощности. 2,3 бара создаваемое давление. Ну, как бы, я не знаю, после турбины 630 градусов это не так уж и мало. Возможно, стоит остановиться, потому что перед турбиной, ну, наверное, на 100 градусов как минимум больше. То есть это уже 730. Проблему масла я так и не решил. Нужно эту трубку в какой-то маслоуловитель опускать, потому что плохо как-то все с этим делом. Разбрызгивается, ребят. Сделаю бачок, маслоуловитель и туда буду опускать трубку от сброса масла. Ну а так все отлично, в принципе. Ждем, ребят, запусков с замерами тяги. Так вот оно потихонечку вращается перед остановкой. Вон он, датчик температуры виден. Не сдуло его, все нормально. Ну и трубочка. Все-таки вставил я в эту трубку, ребят, отсос масла. Попробуем еще разочек. Ну, еще контрольный. Движок полностью остыл. Давайте попробуем еще разок на чистом керосе. Стартанет оно или не стартанет? Я надеюсь, что стартанет. Я прям сразу на стартер и на свечи нажимаю и даю топливо на всю. Даже можно сразу топливо давать. Не, вы видели, что произошло? Мгновенно подожглась смесь. Вот это да, ребят. Даже не нужны, получается, кера, свечи какие-то. Само вспыхивает резко, мгновенно. Аж хочется еще раз попробовать. Ну, что-то батарейки с ума посходили. Поэтому надо их заряжать. Хотя вроде бы нормально у них все. Не знаю, что тут с этими пищалками. Ладно, давайте еще разок попробуем. На 60%. Насос выставляю на 60 и стартуем. Просто мне все это безумно понравилось. Хочется повторить. Все работает. Отлично. Одно могу сказать. Аппарат готов к установке в бэху. Мы еще, конечно, измерим тягу, посмотрим, сколько он выдает килограмм. Ну, больше уже он не будет выдавать с этими насосами, ребят. Других насосов нет, поэтому будем ставить это. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!